Привет всем! По многочисленным просьбам наших зрителей и подписчиков мы сегодня проводим сравнительный тест-драйв трех компактных кроссоверов. Это будет Opel Mokka, Volkswagen T-Cross и Nissan Juke. Я уверен, что вам будет очень интересно. Во-первых, потому что у нас сегодня японская техника будет противостоять немцам. Очевидно, что перед нами как минимум два молодежных автомобиля. У первого фишка – это отсутствие классической решетки. Это заглушка. Заглушка, знаете, такая очень глянцевая, которая намекает на электромобили. Автомобиль двухцветный, я говорю про Mokka. И это тоже отсылка аудитории помоложе. Если вы посмотрите на Nissan Juke, то внешность оригинальная, несет в себе ДНК многих гоночных автомобилей, если вы посмотрите на силуэт этой машины. А если вы посмотрите на фары в форме мясорубок, то в принципе было бы здорово, если бы, когда эти фары включаются, все это начинало крутиться и работать как система Blade Scan в автомобилях марки Lexus. Но мы говорим о внешности авто, и, конечно же, мы будем говорить о Volkswagen T-Cross, который выглядит крайне консервативно, который выглядит сдержанно. И это, конечно же, очень правильная и продуманная тактика. Это все работает на консервативную европейскую публику и, конечно же, на огромную армию вагохочеров, которым нравится именно такой сдержанный дизайн. Тормозную динамику мы замеряем со скорости 60 км в час. Лучшее торможение Opel 10 метров 35 сантиметров. Худший результат 11-12. Среднее арифметическое по трем заездам 10 метров 82 сантиметра. Лучшее торможение Nissan 11-07. Худший результат 11-29. Среднее арифметическое по трем заездам 11 метров 20 сантиметров. Чем отвечает Volkswagen? Лучший результат 12-24. Худшее торможение 13-83. Средний результат 12 метров 95 сантиметров. Таким образом, первое место у Opel, второе у Nissan, третье у Volkswagen. Напоминаю сразу, что ни один из конкурентов в этом классе не имеет электропривода багажника. У Mokka, наверное, самое неудобное открытие багажника из-за того, что кнопка открытия находится низко. Если ваш рост 1,90 м, то будет непросто, вам нужно будет наклоняться. У нас здесь есть полочка. Полочка может регулироваться по высоте. Я имею в виду полка, которая закрывает место, где должна быть запаска. Здесь у нас есть шумоизоляция, и эта шумоизоляция, обратите внимание, не торчит какими-то войлочными валенками, она аккуратно зашита, и полочка черная с двух сторон. Запаски я не обнаружил в нашей Mokka. Возможно, сюда идет только ремкомплект, а может быть, это просто тестовый автомобиль. У T-Cross с кнопкой открытия багажника все хорошо, находится под логотипом. Полочка у нас выглядит тоже очень неплохо. И тоже вы можете эту самую полку регулировать по высоте. Шумоизоляции нет. Но при этом у нас есть практически полноценная запаска. У Nissan Juke вот здесь сверху практически горизонтальная полочка. И если говорить о каких-нибудь токийских размерах, то здесь можно спокойно провести пати и кафе-капот, потому что нарезочка суши и немножко саке здесь легко поместится. Кнопка открытия находится тоже под логотипом, наклоняться не нужно. Что мы получаем в багажнике? В багажнике мы получаем полочку, которая тоже регулируется по высоте. Шумоизоляции нету, но под одной полочкой у нас есть еще одна полочка. И вот эта вот полочка, она у нас вот с тем самым войлочным валенком. Но, обратите внимание, полки у нас сразу две. И при этом также в багажнике у нас находится, правильно, у нас находится докатка. А теперь новости от нашего партнера Hotline Finance. Это сервис онлайн-страхования. И если вам нужно приобрести ОСАГО, гражданскую ответственность,
то вам именно сюда. Потому что это очень удобно, очень быстро. А теперь страховку вы можете приобрести частями. Это означает, что на старте вы платите всего треть стоимости, в последующие 2 месяца с вас, с карты, снимается равными частями остальная сумма. Это просто, это удобно, и вы не платите никаких процентов. Я, например, таким образом застраховал свою Honda CRX и при этом не забыл ввести промокод 2HP и получить скидку в 50 гривен. Мелочь, а приятно. Ссылку на Hotline Finance и промокод на скидку вы можете найти в описании к видео. Прежде чем начать делать переставку, напомню, ни у кого на этом тесте нет задней многорычажной подвески. У всех полузависимые балки с вариациями на тему. Начинаем с Opel Mokka. На разминочной скорости в 55 км все выглядит безоблачно и стабильно. Скорость 60 км в час тоже не приносит никаких неожиданностей. На отметке в 65 в мои маневры начинает вмешиваться система курсовой устойчивости, но делает это весьма своевременно и реально помогает. Скорость в 70 км я прохожу с первого раза и без каких-либо видимых усилий. То же самое происходит на 75 км в час. Я практически уверен, что Mokka справится и с отметкой 80 км, но я решил не рисковать. Уж слишком близко находятся отбойники, когда ты начинаешь маневрировать на таких скоростях. Nissan Juke в поведении очень отличается от Mokka. Даже на 55 он мне кажется вертлявым и настолько юрким, что за ним нужен глаз да глаз. При этом отметку в 60 км он преодолевает солидно и надежно. На 65, как и в Mokka, в первый раз срабатывает трекшн, и он тоже реально помогает. На 70 в первой попытке я пытаюсь зайти тонко и красиво, в результате сбиваю свою любимую фишку. Во второй попытке все складывается, при этом трекшн включается на всю мощность. Из-за этого кажется, что автомобиль движется рывками с подскоком. На 75 я снова сбиваю фишку, но у человека должен быть характер, и я иду на второй заход. Это приносит результат. 75 наш. Готов ли я штурмовать отметку в 80 км в час? Нет, не готов. Нужно тренироваться. Надо признать, что из этой троицы T-Cross выглядит самым неспортивным, но, возможно, внешность обманчива. Тем не менее, разминка проходит без происшествий. Переставка на 55 – это практически штатная ситуация для этого автомобиля, чего не скажешь про скорость в 60. Тут абсолютно непредсказуемо взбрыкнула задняя подвеска, но переставку я выполняю. На 65 внезапно все складывается и проходит практически эталонно. Первую попытку на скорости в 70 км в час я проваливаю. Опять хотел проехать тонко, потом снова хотел тонко, и наконец рубеж в 70 км в час был преодолен. И абсолютно предсказуемо и ожидаемо я так и не смог добраться до высоты в 75 километров. Итак, заднее сиденье T-Cross. Коленями я чуть-чуть упираюсь в спинку переднего сиденья, но это не критично, потому что эти самые спинки мягкие. А вот когда мы говорим про голову, то потолок у нас не такой мягкий, и головой я в этот самый потолок упираюсь. Второй ряд сидений на T-Cross не такой простой, как вам кажется, потому что мы можем этот второй ряд сидений придвинуть и увеличить наше багажное отделение. Плохо,
что я не могу до максимума отодвигать эти самые сиденья и уменьшать объем багажника для того, чтобы получить больше жизненного пространства для пассажиров второго ряда. Подсветка у нас диодная, подлокотника у нас нет. Сама обшивка салона у нас тканевая, есть вставки из эко-кожи и есть даже на ткани специальные принты, которые каким-то образом делают этот салон богаче, чем он есть на самом деле. Также для пассажиров второго ряда предлагается 2 разъема USB. Подогрева сидений нет, по крайней мере в этой комплектации. Opel Mokka. Очевидно, что здесь коленями я гораздо сильнее упираюсь в спинку водительского сидения. Они по-прежнему мягче, но места меньше. При этом тоннель, вот этот, который разделяет левого и правого пассажира, гораздо ниже, чем в T-Cross. А если говорить о разъемах, то здесь не Type-C, а USB. И, к моему большому удивлению, здесь гораздо больше места для головы, чем в T-Cross. А произошло это не потому, что Mokka выше, а потому что разработчики позаботились о дополнительном пространстве для головы. Есть выштамповки для водителя, есть выштамповки для пассажиров второго ряда. При этом наши сиденья мы не можем ни отодвинуть, ни придвинуть. Спинки сидений тоже не регулируются. И вот я сейчас специально обратил внимание, здесь нету подсветки для второго ряда сидений, а в T-Cross есть. Ну и естественно, здесь не наблюдается никаких подогревов для второго ряда сидений. У меня есть ощущение, что здесь в Джуке места больше, чем в Моке, но меньше, чем в T-Cross, если мы говорим о коленях пассажиров второго ряда, потому что этими самыми коленками я по-прежнему упираюсь в спинку водительского сидения. Но еще раз повторюсь, здесь места для этих коленей больше, чем в Моке, но чуть меньше, чем в T-Cross. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас с местом для головы. Здесь я головой в потолок все-таки упираюсь. Сиденья у нас выглядят богаче, потому что здесь у нас условно кожа и условно алькантара. Их придвинуть нельзя, спинки отрегулировать тоже. Вместо 2 разъемов USB, как в Моке, здесь 1 разъем USB и тоже нету подогрева сидений. Зато есть вот такие вот красивые колоночки от музыкальной системы Bose. Ну, это фишка нового Джука, когда вот эти вот колонки встроены в подголовник. Где-то читал, не знаю на данный момент правда или нет, буду уточнять, что если вот такие вот колонки есть в подголовнике, то их точно нету в картах дверей. Хотя видно, что место под колонку здесь рассчитано. Очень часто на наших тестах лучший автомобиль на переставке становится лучшим на змейке, но бывают исключения. Например, сегодня на переставке дальше всех прошел Opel Mokka, а на змейке он показал результат в 11,92. Нормальный результат. Хорошая управляемость, машина стабильная и предсказуемая. Но сильно неспортивный Volkswagen T-Cross пропетлял за 11,20, и это сильно быстрее, чем Mokka. Так оно и было, пока на старт не выехал вертлявый Nissan Juke, автомобиль, который показал результат в 11,12. И таким образом объехал и Mokka, и T-Cross. Это реально было весьма неожиданно, за что мы и любим сравнительные тесты. А теперь давайте поговорим о моторах, коробках и динамике автомобилей. Сейчас вы видите перед собой сводную таблицу, из которой понятно, что по документам самый быстрый и мощный у нас Opel Mokka, а самый медленный Nissan Juke. При этом Mokka должна выезжать из 10 секунд, T-Cross быть близким к 10 секундам, а Juke не вывалится из 12. Что получилось в реальности? Mokka не выехала из 10 секунд и показала не заявленные 9,2, а была медленнее на секунду. T-Cross показал время 11 секунд, но проиграл сам себе 0,8 секунды. И только Juke улучшил время с 11,8 до 11,3.
Но разгон до сотни это одно, а 402 метра другое. А если и нет, такая гонка всегда наглядно демонстрирует разницу в динамике. Начинаем с битвы за третье место, где в напряженной борьбе Volkswagen T-Cross за счет наклейки GTI на внутренней части водительского коврика опережает Nissan Juke без наклейки GTR практически на корпус. Разумеется, был тут же брошен вызов Opel Mokka, который ожидаемо навез несколько корпусов T-Cross. Для чистоты эксперимента Opel также погонялся с Nissan. Мне кажется, что разница в корпусах близка к T-Cross. В общем, результат следующий. Mokka 1, T-Cross 2, Juke 3. Расход топлива мы делали в одиночных тестах, поэтому данные беру прямо из них, а для вас оставляю ссылки для просмотра. Напомню, что топливным партнером нашего проекта является сеть столичных АЗС КЛО. Используйте приложение компании, там вы получаете скидки, там вы получаете доступ к расширенным сервисам. Если вы будете их использовать, то ваша жизнь станет качественнее и современнее. Проверка автономных систем безопасности, которые способны автоматически, без участия водителя, предотвратить столкновение с другим автомобилем, у нас прошло очень быстро. К сожалению, в данных комплектациях и T-Cross, и Opel Mokka не в состоянии самостоятельно распознать угрозу и затормозить, и поэтому не распознают угрозу и не тормозят. А вот Juke просто обязан это делать, потому что производитель это гарантировал и заложил в стоимость автомобиля. Первый заезд проходит на скорости до 30 км в час с отключенным круиз-контролем. В данной ситуации система экстренного торможения срабатывает очень четко. Попытка номер 2 – активированный круиз-контроль и второе – удачное торможение. Хотелось бы, чтобы в данной ситуации электроника срабатывала раньше, но это уже вопрос комфорта. Безопасность все-таки гарантируется. Но мы идем дальше и усложняем упражнение. Теперь Juke движется за автомобилем, который внезапно перестраивается, а в твоей полосе движения обнаруживается еще один автомобиль, неподвижно стоящий. Обычно в этот момент 99% авто на нашем тесте не успевает отреагировать и сносит наш макет. Но Juke успевает и останавливается. Но это на круизе. Что будет без него? У меня есть ответ. Juke тоже среагирует, но ему не хватит тормозного пути. Ну почти. Я думаю, что сегодня наши зрители сделают как минимум 6 очевидных выводов. Первый – проплатил Nissan Juke. Второй – проплатил Opel Mokka. Третий – проплатил Volkswagen T-Cross. Четвертый – проплатили конкуренты. Пятый – Рауль не умеет ездить на автомобиле. Ну и шестой вывод – заплатили сразу все. Вы смотрели программу «Две лошадиные силы». Меня зовут Рауль. Встретимся на следующей неделе.